Всем привет! У нас идет вторая неделя континентальных испытаний. В этом ролике мы разберем босса Эргандера. Будем бить его командой неустрашимости, но там будет у нас много вариантов саппортов, поэтому мы, в принципе, постараемся рассмотреть их все. Потому что очень много нюансов. Кому-то придется и с бубнами потанцевать, но, в принципе, все реально. Поэтому не будем затягивать, приступим к разбору пачек. Если вы хотите поддержать канал, вы можете просто осуществлять свои внутриигровые покупки по моей ссылке в описании под каждым роликом по очень выгодным ценам, за что вам буду весьма благодарен. И также внутриигровой магазин. В ежемесячных наборах вы можете ввести мой код создателя и получать за это каждый месяц бесплатный гелиолит. Начнем, пожалуй, сразу с самого более-менее доступного варианта. Сейчас объясню почему. Во-первых, у нас здесь в роли саппорта будет Натаниэль, и мы будем играть через сопротивление. Так как у многих нет глубинного дара 5-го, а его пробуды здесь очень сильно играют роль, поэтому проще всего будет играть именно через сопротивление. То есть мы будем замедлять, плюс за счет щитков у нас будет выживаемость. Если все печально, то в принципе можно поставить сундук. Тут уж смотрите сами, если у вас вдруг команда по какой-то причине не будет жить, то ставим сундучок и в принципе будет попроще. Если почитать 5-е пробуждение глубинного дара, то тут в принципе на первый взгляд вроде бы ничего особенного, но очень сильно она влияет на порезку, прям небо и земля, так скажем. Поэтому боссу просто, можно сказать, не дает ходить. Он ходит иногда, да, но не успевает забафаться на урон и, можно сказать, не дамажит. Вот, поэтому с 5-м пробуждением у вас проблем вообще никаких не будет. В идеале, конечно, иметь хотя бы 3-е за счет ускорения. Ну и, соответственно, если пробуждений нет, то придется, скорее всего, даже с сундуком побить. Также, если ускорения не хватает, то придется ставить часы. И вместо ракушки придется ставить, соответственно, разлом уже на Кульвиду. Именно останки ведьмы. Натаниэль у нас будет в щитки. Ну и, соответственно, ребра тоже ему ставим, чтобы он как можно больше раздавал сопротивление. В принципе, достаточно до этого таланта докачать. Если вдруг какие-то проблемы с выживаемостью, то можно взять также восстановление при ударе. Так как хилом он толком доставать не будет, и в принципе возможно он будет даже там что-то срабатывать и будет намного полезнее. Далее идем. Вернемся к глубинному удару по талантам. Обязательно качаем все, вплоть до вот этого таланта тоже. Этот влияет на порезку дополнительно, этот будет нам помогать откатываться, то есть мы быстрее будем ультовать. Ну и соответственно продление действия ослаблений, что тоже очень важно. В рунах собираем прям жестко именно ускорение, потому что видите, у меня тут на защиту, хотя защита тут не нужна. Я выбирал именно по максимуму ускорения. Также тут ускорение за счет сета, и у нас, как видите, 2 мифических сета, поэтому расстановка тоже очень важна. Так как вокруг себя он урон будет бафать, я использую вот такую расстановку. Можно поставить вот так, но у меня на Гуинавивр стоит вот эта шмотка, поэтому мне нужно как можно больше, чтобы персонажи было именно крестом. Натаниэля сюда не получится, потому что тогда он не будет доставать до настенки. Кульвида у нас, соответственно, в атаку и в точность. Также в допах неплохо сопротивление прокнуло. Мне даже не пришлось руну ставить, потому что у нас сет дает немножко сопротивления. Ну и так в допах еще повезло, что-то там прокнуло, поэтому как-то вот так. Настенка урон, ну и в допах, если есть, то сопротивление также даем. Руна всем на сопротивление. Обязательно. Жене тоже рунка на сопротивление. В принципе 149 мне тут хватает. Ну и пет у меня вот такой. По поводу расстановки тоже обращайте внимание, что правильно прыгали. Вот допустим при такой расстановке что происходит. Все, они нормально встали. Дар достает сетом и до Насти, и до Гуинавивр соответственно. Поэтому как-то так. Все, здесь у меня без часов. Он в принципе нормально тут режет, но как я уже сказал, все зависит от пробуждений глубинного дара. Поэтому если что, ставим часы. Если вообще печально, то добавляем также сундучок. Проблема в чем? То есть дамажит он вроде как и немного, но он режет полоску. Поэтому именно этот вариант будет самый доступный, потому что за счет сопротивления мы не будем себе резать ультимативную способность. Поэтому именно вот эта пачка, она более-менее, если ее можно, конечно, так назвать, более-менее бюджетная. В плане саппортов мы не используем эксклюзивных саппортов, поэтому самая проблема это именно глубинный дар. Ну, соответственно, остальной урон будет зависеть уже от пробуждений наших дэмэдж-дилеров. Следующий вариант такой же более специфичный. Мы здесь используем Гришнара через щиточек. Он у нас будет раздавать сопротивление на нашу Гуинавивр. Тут я поставил уже чуть другую руну, но тоже на сопротивление. Соответственно, Гришнар будет бафать щитком, повышать ей урон и также
она не будет ловить такие там дебафы. Ну, вариант такой себе. На самом деле тут польза в чем, что Гришнар также режет полоску ультимативным навыком. Поэтому тоже расстановка вот такая. На остальных я тут ничего не менял. У нас также Идар остался с ракушкой. Вот как-то так у нас происходит. То есть да, остальные бьют под дебафом, но у Гуинавер хватает при этом сопротивления, чтобы не ловить вот эти самые дебафы. Также, что у нас еще происходит здесь? Вот видите, да, вообще ходить просто не дает. Это просто жесть какая-то. Какие еще плюсы из этой пачки? Скорее всего, если опять-таки дар без 5-го пробуждения, то придется ставить часы, либо еще и добавлять сундук. Нам нужно здесь босс вообще зациклить, чтобы он не ходил. Минусы тем, что Настенка у нас получается бьет под штрафом атаки. Это из минусов. Так, в принципе, все остальное более-менее нормально. Но по урону тоже нужно сравнивать, потому что я бы не сказал, что эта команда прям очень много надамажила. То есть с Натаниэлем вполне себе тоже играбельный вариант. Расстановка тоже, обратите внимание, что используется именно такая, чтобы у нас и Гуинавир бафнулась нормально с этим, и, соответственно, прыгнули они так, чтобы стоять возле глубинного дара в зоне досягаемости данного мифического предмета. Так, ну что ж, на этой пачке особо зацикливаться не будем, так как и Гришна, в принципе, не у всех есть, и не сказал бы, что она прям какая-то специфичная и прям много дамажит. Это я просто показываю для примера, чтобы вы могли сравнить. Следующий вариант это в 4 дэмэдж дилера, но мы здесь будем бить под штрафом атаки. За счет Таривола, то что он тут всех будет разгонять, в принципе все это дело более-менее компенсируется. Но с часами нам здесь придется бить, даже с 5-м даром придется ставить часы, чтобы Аргандер максимально не разгонялся. Плюс он будет нам резать полоску, если он походит, что будет, соответственно, нам мешать построить наши тайминги. Тут, кстати, тайминги я уже поставил нестандартные. По поводу прошлых пачек, там просто выставляем старт, в принципе, самый обычный. Он уже будет зависеть от того, если у вас ускорение, либо нет. Соответственно, последовательность там была какая? Настя, Ульвида и Женевьева. Думаю, по таймингам проблем не будет. Также коды скину, если что, там можно будет посмотреть. Вот. Тут уже из-за Таривола мы делаем запас 2 секунды, пока он там разгонится. Плюс мы в любом случае ловим первый боевой, и нам порежет полоску. Поэтому нам нужно будет подождать немножко и где-то на вот этих таймингах уже стартовать. Но опять-таки тут очень важен именно глубинный дар с пробуждением. Если нет, то придется добавлять сундук, и возможно данный вариант вообще может не подойти, так как босс начнет очень часто ходить и так далее. Поэтому можете, в принципе, попробовать, все зависит от того, сколько у вас ускорения по итогу будет. Ну и придется ставить сундучок также. Ну и самый такой топовый вариант, тут уже у нас используется маштур, если у вас он третий, то это будет прям супер топовый вариант. Постановку используем вот такую, опять-таки за шмотки на Гуинавивер, и соответственно, чтобы они все стали вокруг глубинного дара. Да, вот так вот придется делать. Сейчас вам покажу, что у нас происходит. Вот они все прыгают, и соответственно в пределах одной клетки находятся от глубинного дара. Он до всех там достает, все нормально, все бафаются. Тут у нас что происходит? У нас маштур, получается, накидывает замедление скорости перезарядки. Это раз. Второе. У нас также маштур с боевого режет полоску, поэтому босс тут вообще не походит, можно сказать, ну ни разу. Вот заглазил. Заглазил. Не, ну обычно как бы он не ходит. Сами видите, что даже с 5-м глубинным даром бывают осечки. Все зависит от того, именно на старте порежут нам полоску навыка или нет, так как сопротивление мы тоже здесь собираем, и оно не всегда на старте срабатывает. Также просто сколько этой точности бы мы не собрали, все равно бывают осечки, и тоже он там то полоску не порежет, то еще что-нибудь. Поэтому да, бывают мини-фейлы. Но это самый дамажащий вариант. Тут суть какая? Маштур будет накладывать штраф точности, и мы дособираем немножко сопротивления. То есть вообще просто руну ставим. Нам этого будет предостаточно, потому что мало того, что босс у нас будет находиться под штрафом точности, у нас маштур еще и кидает усиление сопротивления. То есть у нас будет много сопротивления, у босса будет мало точности. Соответственно, мы будем крайне редко ловить все эти дебафы. Плюс много бафов еще на урон кидает маштур, поэтому самый топовый вариант именно вот этот. По таймингам также. Вначале нам здесь по-любому полоску порежут, поэтому ждем, когда все выровняются. У меня вот эти тайминги подходят просто идеально. Ну и соответственно от маштура порезка у нас идет с боевого, поэтому цикл выстраиваем в принципе вместе со всеми.
Нам не обязательно, чтобы он там часто что-то там ультовал. Он должен ультовать вместе со всеми, чтобы бафать их. И именно в момент своих ультимейтов они находились под бафами, а босс под дебафом. Вот, поэтому тайминги вот такие самые лучшие. Ну и, соответственно, после кульвида ультует Маштур, так как он должен ультовать максимальное количество дебафов, чтобы повесить все свои усиления. Также есть вариант еще через Ирмуша. Тут у нас что вообще происходит? Как я его собрал? Я его собрал кукольника, также скорость атаки и ускорение. Почему так? Он у нас, когда наносит простые атаки, немножко тоже режет полоску навыка. Плюс у него очень маленький откат ульты. То есть 37 ускорения это даже много, потому что с учетом кукольника у него получается 14,9 цикл. Такой цикл тут невозможен, потому что кукольник просто не будет срабатывать. Соответственно, мы ставим 15. Поэтому обязательно нужно будет ограничение поставить. Также вместо защиты, так как у нас с выживаемостью проблем нету, я поставил ему все на атаку, чтобы он просто раздавал ее. Пробовал в щиты, короче, много всяких вариантов, но остановился на вот этом. Соответственно, к ульвиду собрал в скорость атаки в данном сете. Так как от кукольника у нас, в принципе, слот освободился. Тут в чем суть, он будет ультовать, и у него будет срабатывать боевой навык. Он будет счищать с нас дебафы, которые накидывает босс, и кидать невосприимчивость ослаблением. К сожалению, всего лишь на 5 секунд. Также, кто смотрел вариант с Маштуром, просто если вдруг вы такой везунчик, и у вас есть Ирмуш на втором пробуждении, то этот вариант, в принципе, вам очень сильно подойдет, и можно будет Маштура куда-нибудь в другую команду, например, там к разъеданию засунуть, потому что Ирмуш тут несет, ну, очень много пользы. На данный момент он тут просто как альтернатива, поэтому вот как-то так. Тайминги мы здесь используем вот такие. Стандартный, в принципе, старт для данного босса, и Ирмушу просто ставим ограничения. Все, больше тут, в принципе, ничего не требуется. Вот такие вот команды у нас, в принципе, получились. Думаю, хоть одна из них вам подойдет. По крайней мере, надеюсь на это. А так, что, всем спасибо за просмотр. Кому что непонятно, пишите в комментариях. Кто не подписан, подписываемся на канал. Также вступаем в телеграм-канал. Все ссылки в описании. До скорых встреч. Всем пока.